Всем привет и добро пожаловать в мой новый видеообзор, где я с особой радостью хочу поделиться с вами просто невероятно полезной информацией относительно первого в мире интеллектуального токена на смарт-контракте, генерация которого осуществляется исключительно за счет специально разработанных формул. И как вы уже поняли, исходя из названия этого видео, речь у нас сегодня пойдет о Minerium. Скажу сразу, что главная цель Minerium состоит в том, чтобы кардинальным образом изменить процесс майнинга, привнеся в него не только прозрачность, но и легкость доступа к самому процессу, организовав тем самым самое справедливое и прозрачное распределение монет на каждого участника, участвующего в процессе майнинга. Если честно, то Minerium – это не совсем новый проект, так как свою историю он начал еще в далеком 2017 году в виде аирдропа. И в период с 14 по 15 апреля было сгенерировано более 4000 адресов Genesis, на которые впоследствии было присвоено по 32 тысячи монет. Тем не менее, поскольку в контракте на самодобычу разрешено указывать для каждого адреса Genesis только 0,0032 Minerium на блок Ethereum, то общий запас монет будет достигнут аж только через 47 лет. Однако для тех, кто не понял, чем именно Minerium отличается от других криптовалют, я отвечу. В то время как другие криптовалюты для создания новых монет нуждаются в компьютерной инфраструктуре, электричестве и связанных с этим инвестициях, Minerium может самостоятельно майнить, используя всего лишь блокчейн Ethereum и встроенную в него функциональность умного контракта, минуя тем самым все сложности, связанные с этим процессом. При этом для тех, кто не понял, что за адреса Genesis были использованы в Minerium, поясню, что Genesis адресами называют те адреса, по которым были распределены начальные монеты. При этом общее количество монет больше не будет, чем тех, которые были распределены по этим адресам. Более того, все адреса Genesis имеют так называемые ограничения, а именно адреса Genesis не могут получать монеты. Если же вдруг на эти адреса будут переведены монеты MNE, то транзакция будет автоматически отклонена, и в транзакциях Ethereum автоматически отобразится ошибка. Плюс, если адрес Genesis попытается перевести больше средств, чем у него доступно в соответствии со встроенной функцией, то транзакция Ethereum будет отображать ошибку. Что же касается других адресов, то на них эти ограничения не действуют. Более же подробную информацию об этом вы сможете прочитать в этом блоке, доступном на главном сайте Minerium. Но как вы понимаете, на этом, как говорится, разработчики не намерены останавливаться. Поэтому в период с декабря 2019 года по март 2020 был запущен новый этап развития Minerium V2, где опять в момент проведения аирдропа участниками было сгенерировано почти 1 миллион 200 тысяч адресов Genesis, что, согласитесь, крайне впечатляет. Более того, для начала майнинга по этим адресам необходимо оплатить Ethereum, и эти платежи распределятся между платежами акций, тем самым дав каждому участнику шанс стать держателем акций. Кстати, обращу ваше особое внимание, что сейчас эти акции легко можно купить уже на открытом децентрализованном рынке, как и сами токены MNE, которые торгуются на бирже. Но самое удивительное в этом все то, что Minerium запустил новую программу стейкинга, где вы сможете получить до 1000% вознаграждения за вашу стейкинг-ставку. То есть, чем больше монет вы отправите в стейкинг, тем больше вознаграждения в процентном соотношении получите. При этом с каждым днем вся эта максимальная награда будет уменьшаться на 1% и действовать в течение 365 дней. Однако следует отметить, что в платформе стейкинг для просмотра требуется такой веб-браузер, как MetaMask, доступный для ПК, Trust Wallet, доступный для смартфонов, или же Coinbase Wallet, доступный как для Android, так и для iOS-систем. Поэтому прежде чем начать весь этот процесс со стейкингом, внимательно знакомьтесь со всеми техническими требованиями. А пока для наглядности рассмотрим небольшой пример. Допустим, вы решили отправить в стейкинг 10 тысяч MNE токенов, и вы будете единственным, кто так сделает, то вы получите 10x от того, что отправили, то есть 100 тысяч MNE токенов, что, согласитесь, очень много. Но и это еще не все, так как помимо всего этого вас также ждет еще и щедрый реферальный бонус от Minerium, который составляет аж 60%, а каждый приглашенный тем временем пользователь получит бонус в размере 25%, что я считаю очень круто. Более того, в рамках Minerium V2 доступна еще и честная игра в кости, которая также организована на блокчейне и позволяет пользователям повысить все шансы на выигрыш. Ведь все, что вам нужно, так это купить себе билет и дождаться 3 сетевых подтверждений, после чего обновить страницу и проверить свой билет, открыли ли вы банк или же нет. При этом стоимость одного билета стоит всего лишь 15 тысячных Ethereum.
где 50% из них вносятся в банк, а оставшиеся 50% остается держателем токенов. Однако, если вы обновите страницу и ваш номер совпал с системным, то банк автоматически разблокируется, и вы получите 80% всех накопленных в банке эфириумов. Кстати, еще одной приятной особенностью данной игры является тот факт, что участвовать в ней вы сможете неограниченное количество раз. Так что не упускайте приятные возможности от уникального в своем роде проекта Minerium, а скорее переходите по указанным ссылкам в описании, регистрируйтесь и отправляйте свои монеты в стейкинг, чтобы получить просто бешеный процент сверху. Ведь помимо всего этого вас также еще ждет и дополнительные бонусы, как за регистрацию, так и за приглашение своих друзей. А на этом мой небольшой видеообзор подошел к концу. Уверена, вы не остались равнодушны и возьмете на заметку все вышеописанные возможности. А пока пишите в комментариях, что вас удивило в Minerium V2 больше всего. При этом не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще это по каким-то причинам не сделали, и нажимать на колокольчик. Ну а я тем временем благодарю вас за просмотр и прощаюсь с вами до своего следующего видеообзора. Всем удачи и пока!